Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже дом Кристиан Диор представил публике одну из самых изящных и грациозных коллекций кутюр осень-зима 2024-2025. Модное действо состоялось накануне старта Олимпийских игр во французской столице. Поэтому неудивительно, что креативный директор бренда Мария Грация Кюри решила в новой кутюрной линейке переосмыслить спортивную одежду через призму высокой моды. К этой теме дизайнер обращается не впервые. Можно вспомнить, к примеру, ее первую коллекцию Dior сезона 2016. Она была посвящена фехтованию. Или круизный гардероб 2022, который Кюри связала с родиной спорта Афинами. Ведь именно там, на знаменитом древнегреческом стадионе, построенном еще в античные времена, больше века назад состоялись первые в истории современного спорта Олимпийские игры. Да и сам Кристиан Диор всегда восхищался культурой Древней Греции и даже провел съемку одной из кутюрных коллекций у подножия Афинского Акрополя еще в середине прошлого столетия. В основу нынешней модной линейки заложен сюжет, повествующий об античных богинях, которые стремятся отвоевать свое право на участие в спортивных соревнованиях наравне с мужчинами. А также события из 1924 когда 100 лет назад женщины тоже боролись за то, чтобы их воспринимали всерьез как спортсменок и включили женские соревнования в Олимпийские игры. Из главных деталей представленного сегодня модного гардероба, друзья, вы наверняка уже успели заметить майку-борцовку. В исполнении Кюри она получила все атрибуты от кутюр – бисерную вышивку, стразы, либо это сверкающая люрексом сетка. По задумке дизайнера майка заменила традиционный корсет. Да, сейчас мы воспринимаем как должное удобство спортивных топов, но в 20-х годах прошлого столетия корсет все еще надевали, к примеру, в нарядах для езды на велосипеде. Удивительно, что плотно сидящий по фигуре корсет и все связанные с ним ограничения до сих пор обычное явление в высших эшелонах производства одежды. В этом отношении, по крайней мере, кутюр оправдывает свою давнюю репутацию старомодной, даже пыльной части модного бизнеса. Но только не для бренда Dior. В комментариях к показу креативный директор дома утверждает: «Мода дает мне возможность перенести идеи и наследие предков на новую территорию». Сегодня в нашей работе важны три элемента – здоровье, комфорт и красота. Я хочу создавать одежду, которая идеально сидит, но в ней можно свободно двигаться. Слова дизайнера звучат как манифест. Я не хочу строить тело, я хочу его освободить. В результате на подиум модели вышли в неспадающих мягкими складками платьях в античном стиле, в идеально скроенных брючных костюмах, в расшитых кристаллами и гламурными перьями боди, в сандалиях на плоской подошве и с высокой шнуровкой, в удобных майках вместо жесткого корсета. Для пошива одежды Кюри выбрала тонкий трикотаж, что обычно не свойственно для нарядов кутюрного гардероба. Так дизайнер предлагает отказаться от напыщенной театральности высокой моды в пользу более земного, функционального, что повлекло за собой неодобрительную оценку многих модных критиков. В их понимании не стоит использовать материал, более привычный для повседневных вещей. Это размывает эксклюзивность и роскошь кутюр, где в приоритете уникальный дизайн и ткани. Коллекцию назвали простой и даже серой, образом которой не хватает сложности, мастерства и смелости, что обычно определяют настоящую высокую моду. Не знаю, насколько правы все эти модные эксперты, но мне коллекция очень понравилась. А какое впечатление сложилось у вас, мои дорогие зрители? С большим интересом жду обсуждения новой линейки Dior в комментариях к видео. Спасибо, друзья, за поставленный лайк и подписку на мой канал. Приятного просмотра, красоты и вдохновения. Только добрых, позитивных эмоций и солнечного, яркого настроения.